Совместимость признаков тригона стихий и квадрата качеств. 12 зодиакальных характеров – это 12 типов отношения к жизни, способов реагирования на внешние и внутренние раздражители. Естественно, что любая профессия требует от человека определенных психофизиологических данных и связана с его манерой мышления, быстротой реакции, другими характеристиками, словом, с его психотипом. Вспомним деление знаков зодиака по тригонам стихий и квадратам качеств. Живым и беспокойным людям знаков огня – Овен, Лев, Стрелец – больше подходят профессии с постоянно меняющимся сценарием, с покорением пространства и противопоказаны однообразные занятия – работа на конвейере. Напротив, представителям знаков Земли – Телец, Дева, Козерог – как раз лучше всего основательная работа, приносящая ощутимые плоды и требующая постоянного вложения физической силы и силы ума. Сельскохозяйственные специальности, бухгалтерия, планирование, строительство, архитектура. Разносторонность и легкость в общении знаков воздуха – Близнецы, Весы, Водолей – найдут лучшее использование в работе с людьми в сферах, связанных с накоплением и распределением информации. Во всех специальностях, где нужны быстрые и, как правило, нетрадиционные решения. Родившиеся под знаками воды – Рак, Скорпион, Рыбы – универсально приспособлены для всех видов профессий, лишь бы эти профессии не были связаны с постоянным стрессом из-за эмоциональной напряженности или особо высокой ответственности. Лучше всего выдерживают длительный стресс и Скорпион. Статистика показывает, что люди водных знаков больше ориентированы на гуманитарные профессии и занятия, связанные с изложением мыслей на бумаге. Однако каждый знак зодиака, кроме тригона стихий, попадает еще и в квадраты качеств по способу выражения свойств своей стихии. Это тоже имеет значение при выборе профессии. Знаки кардинального квадрата Овен, Рак, Весы, Козерог активно строят свою жизнь, любят приводить вещи и события в движение, предпринимать практические шаги, начинать новые предприятия. Лучше всего они реализуются на руководящих должностях, пусть самых маленьких. Знаки фиксированного квадрата Телец, Лев, Скорпион, Водолей тяготеют к точности, техническим усовершенствованиям, настойчивы, последовательны и упорны. Это сжатый кулак зодиака. Знаки переменного или мутабельного квадрата Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы толково используют конкретную обстановку. Они являются связующим звеном между не очень хорошо понимающим друг друга кардинальным и фиксированным квадратами и особенно подходят там, где необходимо увязать одно с другим, сводить концы с концами. Это свечи зодиака. Они налаживают взаимодействие частей в целом и освещают поле деятельности своим, как правило, неплохим развитым умом. Недостаток постоянства не позволяет им долго играть роль лидера. Знаки мутабельного квадрата хороши на вторых ролях – советников, экспертов, специалистов широкого профиля. Ваша задача – совместить признаки тригона стихий и квадрата качеств в своем конкретном знаке и сделать соответствующие выводы. Теперь рассмотрим профориентацию непосредственно по знакам зодиака. Здесь главное не столько выбрать подходящую специальность, сколько не увязнуть в неподходящей. Овну лучше всего подходят профессии, связанные с постоянно меняющейся обстановкой. Он хорош там, где горят сроки, и всегда готов отправиться на исследование нового, неизведанного, но плохо рассчитывает свои силы, поэтому профессия должна ему давать возможность
восстанавливать быстро расходуемую энергию. Из людей этого знака получаются хорошие преподаватели, военные, политики, актеры, медики, журналисты, механики, косметологи, парикмахеры. Овну не подходят профессии, связанные с большой усидчивостью, терпением и однообразным занятием. Телец. Телец тяготеет к документам, цифрам, фактам. Он на месте там, где нужны тщательность, точность, порядок, закрепление достигнутого. Рутина его не пугает, а наоборот придает уверенность. Часто у него золотые руки, способность к ремеслам. Он хорошо накапливает опыт, это дельный инженер, техник, механизатор. Они быстро усваивают иностранные языки. Явно проявляется у тельцов любовь к природе. Они хорошие цветоводы, овощеводы, животноводы, агрономы. Мало подходят тельцу профессии, связанные с быстротой реакции, с необходимостью принимать немедленные решения. Например, работа летчика-испытателя. Близнецам лучше ориентироваться на подвижные профессии, требующие широты подхода, информационного обмена, например, инженеры новых производств, водители, лекторы, комментаторы, продавцы, работники в сфере информатики и вычислительной техники. Сидящая работа им не по душе. Все застывшее и неподвижное действует им на нервы. Женщины обладают тонким вкусом, сильны в декоративном искусстве, прекрасные посредники в обмене опытом. Труд, требующий продолжительных тяжелых нагрузок, близнецам противопоказан, ибо они не слишком выносливы. Рак хорошо работает с информацией и умеет выгодно ее подать. Он владак с психологией и с экономикой, с деньгами и цифрами. Хорошо разбирается в технике, тяготеет к истории, изучению нравов и обычаев, музейной работе. Это отличный режиссер в широком смысле слова. Не выходя на передний план, он умеет влиять на события. Везде на месте, где требуется дипломатия. Рак силен в выполнении реальных задач, успех которых нагляден, материален. Женщины, родившиеся под этим знаком, отличные врачи, медсестры, воспитатели в детских учреждениях. Рак не приспособлен для специальностей, требующих долгого отключения от коллектива и для работы в грубой эмоциональной среде. Будучи человеком настроения, рак особенно тщательно должен выбирать себе работу, чтобы она понравилась и удовлетворяла его. Работа должна быть ритмичной. Когда сроки поджимают, рак очень нервничает. Для льва в профессии всегда проглядывает личное «я». Работа для него – средство самовыражения. Он стремится быть хотя бы самым маленьким, но хозяином своего дела. Людям этого знака может подойти профессия хирурга, скульптора, руководителя предприятия, дирижера, журналиста, переводчика, дизайнера, специалиста по рекламе, лесничего, воспитателя. Весьма привлекает львов театр, а также, возможно, общественная и организаторская работа, менеджер. Среди психотипов зодиака у львов самые высокие показатели успехов, но и самые жестокие провалы, часто из-за того, что они не слишком пунктуальны в сроках. Лев тянется к огню, его привлекает металлургия, пожарное и военное дело, но не подходят специальности, связанные с множеством мелочей, с конторской рутиной. Профессии, требующие точного и беспрекословного исполнения, не для них. Дева наиболее эффективно работает, когда видит конкретные плоды своего труда. Она отлично реализуется там, где требуется сочетание умственных и физических усилий. Великолепно овладевает мастерством. Из дев выходят прекрасные химики, синтетики, фармацевты,
работники планирующих организаций. Это хорошие инженеры, модельеры, врачи, строители. У них отличный глазомер, развито чувство прекрасного, твердое понятие долга. Дева не выносит, не терпит и тех, кто работает рядом с ней спустя рукава. Женщины этого знака особенно хороши там, где нужны контроль, забота об условиях труда, социальная помощь. Девам не подходят профессии, требующие принятия решения на основе неполной информации, быстрой реакции, а также связанные с риском и представляющиеся им бесполезными, то есть лишенными конкретных результатов. Весам лучше выбрать профессию, связанную с коллективным трудом и богатым общением. Работа должна включать элементы искусства. Весы эстетически очень чувствительны. Весьма подходит для них оформительская и культурно-массовая деятельность. Работа художника по прическам, модельера, археолога, экономиста, резчика по дереву, дизайнера, слесаря высокого класса, электрика. По сердцу им работа в организациях милосердия, социального обеспечения, в туристическом бюро, в садоводчестве и цветоводстве. Весам не слишком показаны специальности, требующие немедленного волевого выбора, связанные с резкой сменой ритма в работе и общей негармоничностью. К примеру, профессии участкового врача или врача скорой помощи, юриста, журналиста. Скорпион должен выбрать себе активную профессию, требующую напряжения всех сил и воображения, возможно, связанную с раскрытием тайн, расследованием, выявлением талантов, сбором оригинального и труднодоступного материала. Это юрист, криминалист, охотник, спортивный деятель, журналист нетрадиционного жанра, воспитатель трудных характеров, психолог, научный исследователь, штурман, хирург, фармаколог, работник службы порядка или следственных органов. Скорпионы, кроме того, еще и замечательные кулинары, отличные библиотекари, телефонистки, гиды-переводчики, медсестры. Скорпиону плохо подходят профессии, требующие вживания в образ. Высокий субъективизм мешает ему быть хорошим судьей и арбитром. Активность Стрельца устремлена в просторы мира. Он инициативен, стремителен, жаден для свежих впечатлений, склонен к реформаторству. Однообразная систематическая работа для него мучительна. Чтобы стрелец реализовался полностью, необходимо, чтобы его страстность, целеустремленность, то есть энергию каждый раз направлять на решение новых задач. Из стрельцов получаются неплохие журналисты, менеджеры, медсестры, криминалисты, закройщики. Им присущи рассудительность, трудолюбие, аккуратность, осторожность, чувство долга и ответственность. А вот делопроизводители и повара из них не важны. Козерога притягивают к таким профессиям, как фармацевт, ученый-исследователь, лаборант, экономист, агроном. Везде, где требуется кропотливая работа, пунктуальность, ювелирная точность и терпение, будь то архивариус или мастер по ремонту радиоаппаратуры, он незаменим. Не подходят ему профессии, связанные с риском и неожиданными осложнениями. Водолей по внутренней сущности диалектик, предрасположенный к профессиям, определяющим научно-технический прогресс. Водолей всегда готов к неожиданностям и в критической ситуации умеет взять на себя дело. Он очень не любит короткого поводка и руководящих указаний. Работает по склонности, а не по принуждению. Это прирожденный изобретатель и рационализатор. Лучшие сферы рационализации для Водолея
электроника, радио, телеграф, психология, философия, биология, химия, инженерное дело, научные изыскания. У него ярко выражен талант садовода и цветовода, селекционера и работника лесного хозяйства, а также воспитателя. Водолею не подходит работа в сфере обслуживания, социального обеспечения, юриспруденции. Ему лучше избегать постов, связанных с высокой материальной ответственностью, а также жесткой субординацией. Порабощенный водолей думает только об освобождении. Рыбы нуждаются в профессии, открывающей простор для самовыражения, интуиции и творческих способностей. Они хороши как эксперты-консультанты, специалисты по информатике, врачи, чаще нетрадиционных направлений, работники в сфере искусства, криминалисты и преподаватели. Очень эффективны в исследовательской работе любого рода. Удачно проявляют себя на сцене и в музыке. Рыбы при выборе профессии должны руководствоваться главными своими свойствами – отзывчивостью и гуманностью. Им не подходят профессии, в которых мало души. В рамках краткой беседы невозможно рассмотреть все богатство профессий. Читатель должен извлечь из нее понимание своего типа и, соответственно, подойти к выбору профессии. Предвижу поток возмущенных писем от тех читателей, которые успешно реализовались в запрещенных профессиях. Приспосабливаемость человека не ограничена, и он способен проявить свои таланты в любой области. Но легче, гармоничнее и полнее он проявляет их в сфере, соразмерной своему психотипу.